Расщелина у нас была очень широкой, около 1,5–2 сантиметров. Ну, вся еда у него выплескивалась с давлением, как фонтан из носа. У нас были постоянные аффективно-респираторные приступы. То есть ребенок закатывался, синел, чернел и не мог продолжать дышать нормально. Через 2 месяца такого темпа я стала себя чувствовать очень плохо. Меня не держали ноги. Я, конечно же, боялась, что человек может прийти, увидеть такую патологию и не согласиться помочь мне с ребенком. Всем привет! Меня зовут Гульнас. Я мама особенного ребенка. В прошлых видеосюжетах я вам уже рассказывала о том, что мы родились с диагнозом двухсторонняя расщелина верхней губы, твердого и мягкого неба с протрузией альвеолярного отростка, а также множественные пороки сердца. Те, кто имеют таких детей, конечно же, понимают, что самая главная проблема – это питание. Для кормления своего малыша я приобрела бутылочку Меделла. Первые 2 месяца было очень тяжело кормить этого ребенка. Я была совершенно одна, помощи ждать мне было не от кого. Расщелина у нас была очень широкой, около 1,5–2 сантиметров. Ну, вы представляете, да, что имея такую расщелину, ребенок очень много заглатывал воздуха и очень мучился от этого. Ребенка приходилось кормить по 30–40 минут. Съедал он всего за раз 40–50 миллиграмм молока, что очень мало для 2-недельного ребеночка. После того, как он съедал порцию молока, его приходилось носить по 30–40 минут столбиком на руках, чтобы он мог срыгнуть воздух. Но очень часто он срыгивал всю еду обратно. Не то, что срыгивал, а вся еда у него выплескивалась с давлением, как фонтан из носа. Ребенок очень пугался, он закатывался, так как у нас были проблемы с сердцем, у нас были постоянные аффективно-респираторные приступы. То есть ребенок закатывался, синел, чернел и не мог продолжать дышать нормально. Но в такие моменты я подбегала к раковине, включала холодную воду и опрыскивала его лицо холодной водой. Либо же нужно пытаться дуть лицо в ребенку, чтобы тот смог вдохнуть воздух. Конечно же, многие мне говорили: не мучайся, не сцеживайся, перейди на искусственное питание. Так как мой первый старший ребенок очень часто болел из-за того, что он был искусственником, мне хотелось бы все-таки этому ребеночку дать хороший иммунитет, потому что у нас впереди множественные операции. Сцеживание молока – это огромный труд матери. Это очень тяжело и занимает много времени. На сцеживание молока у меня уходило 30 минут. Затем я ребеночка кормила минут 30–40, носила его еще минут 40–50 на руках, а дальше уже подходило время к следующего кормления. Поэтому у меня был такой круговорот 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что я занималась только сцеживанием, кормлением и кипячением бутылочек. Сцеживаться мне приходилось вручную, так как ни ручной молокоотсос, ни электрический мне не помог. Мало того, что не помог, электрический молокоотсос не до конца выкачивал молоко, и тем самым протоки у меня забивались очень сильно, и дважды я испытала мастит. Через 2 месяца такого темпа я стала себя чувствовать очень плохо. Меня не держали ноги, эти бессонные ночи, колики, плач, аффективно-респираторные приступы. И через 2 месяца мне одна из моих подруг подсказала
чтобы я искала няню, что так жить нельзя. Я обратилась к одной из моих подруг, чтобы она пришла и помогла мне. Я, конечно же, боялась, что человек может прийти, увидеть такую патологию и не согласиться помочь мне с ребенком. Но спасибо нашей няне, она пришла, и из 2 месяцев ребенка на протяжении 6 месяцев она мне очень здорово помогала. Я могла где-то днем прилечь, часик поспать. Ну, для меня это было достаточно поспать час днем и часа 2 ночью. Потому что и ночью приходилось вставать посреди ночи, сцеживаться, кормить, опять мыть посуду, кипятить ее. Ну, женщины поймут меня, каково это. При кормлении ребенка из бутылочки Меделла моей ошибкой было то, что я не сильно нажимала на соску. И ребенок, пытаясь высосать больше молока, очень сильно старался и тем самым уставал и засыпал. Может быть, поэтому он не съедал так мало. Но когда пришла наша няня, я смотрела, что няня кормила его намного быстрее. То есть она, скорее всего, она просто нажимала посильнее, и поток шел быстрее. Вот на это нужно будет обратить внимание. То есть вы сами поймете, успевает ваш ребенок глотать или нет. Очень удобная бутылочка на самом деле. Единственный минус – это его дороговизна. Ну, порядка 2000 рублей стоила эта бутылочка. В итоге за 3 месяца нашей жизни мы набрали всего ничего. 2 килограмма 200 грамм. Итого мы стали весить около 5 килограмм. В следующем видеосюжете я хочу вам рассказать о нашей первой поездке в Москву к профессору Гончакову на операцию на губки. Если вам понравился мой видеосюжет, поставьте, пожалуйста, лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Я вам всем желаю здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!